Привет! Это краткий разбор последних событий в жизни Ханя, которые готовят почву для его следующего большого шага. Итак, Хань наконец-то обосновался в долине Пылающего Дракона. Думал, отдохнет, да как бы не так. Вместо этого его ждут огромные траты и, что куда хуже, одна шокирующая тайна, которая меняет просто все. Во-первых, обустройство и новые проблемы. Хань Ли получает во владение целую гору, пик багрового рассвета, и под ней огромное магматическое озеро, просто идеальное место для его питомца, огненного ворона. Но, конечно, есть и трудности. Земля там выжжена, ничего не растет, а самое главное — логистика. Его старая система телепортации вещей просто не добивает на такое расстояние. И чтобы получать жизненно необходимую тяжелую воду от своего аватара, ему приходится спустить почти все сбережения на новую, куда более мощную систему. Во-вторых, раскрытие заговора. И вот это, пожалуй, самое страшное. Хань Ли находит ядро своего давно потерянного спутника-марионетки Даоса Се, и от него узнает просто ужасающую правду о нападении, которое было 300 лет назад. Оказывается, был еще один враг, невероятно могущественный, который смог выборочно стереть воспоминания о себе и у Хань Ли, и у его спутников. Представляете? Теперь он знает, за ним охотится кто-то очень сильный, а он даже не помнит, кто это. И, наконец, третье — прорыв в силе. Несмотря на всю эту угрозу, Хань Ли делает гигантский шаг вперед. Он начинает изучать невероятно сложную технику, связанную со временем — писание осимантры. И знаете что? Всего за 3 года он проходит то, на что у других уходит столетия. Кульминацией становится открытие его первой бессмертной акупунктурной точки и проявление священной осимантры, такого, знаете, золотого колеса силы. Это его первый настоящий шаг в совершенствовании как истинного бессмертного. В общем, Хань Ли укрепился на новом месте, узнал о смертельно опасном скрытом враге и сделал качественный скачок в силе, готовясь к грядущим битвам. А теперь слушаем дальше. Глава 201. Непредвиденный поворот событий. Согласно писанию оси мантры, 2 полупрозрачные руны на священной оси мантры были рунами Дао времени, которые являлись проявлением законов времени. Чем больше было рун Дао времени, тем мощнее была священная ось мантры. В обычных обстоятельствах у того, кто проявил священную ось мантры, был шанс получить новую руну Дао времени с каждой открытой бессмертной акупунктурной точкой, но вероятность того, что это произойдет каждый раз, составляла всего около 50%. После открытия 12 бессмертных акупунктурных точек человек достигает средней стадии истинного бессмертного, и только после получения 6 рун Дао времени он считался овладевшим первым уровнем писания оси мантры. Более того, только с 6 рунами Дао времени священная ось мантры могла вдвое уменьшить скорость атак противника. Если культиватору не повезло, и он получил меньше 6 рун Дао времени, то он никогда не смог бы культивировать второй уровень писания оси мантры. В истории Дао Пылающего Дракона было крайне мало людей, которым вообще удалось успешно проявить священную ось мантры, а те, кто достиг второго уровня писания оси мантры, были еще более редки, но это определенно не было связано с отсутствием попыток. Более того, 6 было кардинальным числом, когда дело касалось количества рун Дао времени на священной оси мантры, поэтому даже если кто-то немного не дотягивал и имел только 5 рун Дао времени на своей священной оси мантры, эффект замедления был бы практически несуществующим. Что же касается тех, кто пошел коротким путем и использовал сокровища вместо священных осей мантры, то их вероятность получить руны Дао времени на своих ложных осях была значительно снижена. Часто случалось так, что после освоения первого уровня искусства культивации и открытия 12 бессмертных акупунктурных точек человек получал только 2 или 3 руны Дао времени на своей ложной оси. Однако преимущество использования ложных осей, созданных из материалов, содержащих другие силы законов, заключалось в том, что существовала возможность получить руны Дао других законов. Однако количество таких рун Дао, которые появлялись, полностью зависело от удачи и материалов, использованных для создания ложной оси. Те, кому повезло, могли добавить 7 или 8 рун Дао других законов на свою ложную ось, что давало ей силу, не уступающую силе приобретенного бессмертного сокровища, в то время как те, кто находился на другом конце шкалы, могли получить только 1 или 2 такие руны Дао, тем самым делая свою ложную ось практически бесполезной. Хань Ли был одновременно в восторге и недоумении, увидев 2 руны Дао времени на своей священной оси мантры. Даже если бы ему повезло, при открытии первой бессмертной акупунктурной точки должна была быть получена только 1 руна Дао времени, но каким-то образом ему удалось получить 2. В любом случае, это определенно было хорошо, и это значительно уменьшило бы давление на его культивацию в будущем. Подумав об этом, Хань Ли сделал глубокий вдох, прежде чем активировать священную ось мантры за своей спиной, и она тут же ускорила свое вращение, выпуская слабые золотые волны, которые мгновенно охватили всю окружающую территорию в радиусе около 30 метров.
Пространство в области, охваченной золотыми волнами, слегка задрожало, а затем мгновенно вернулось в нормальное состояние, и, глядя на него снаружи, казалось, что ничего не изменилось. Хань Ли закрыл глаза, чувствуя изменения в своем окружении, и обнаружил, что все вокруг, казалось, немного замедлилось, включая поток воздуха и звуковые волны, а также даже циркуляция мировой изначальной ци. На первый взгляд, это было похоже на ослабляющий эффект законов скорости и гравитации. Хань Ли не мог не поразиться эффектом законов времени, но, к сожалению, на данный момент эти эффекты были практически незначительны. Следовательно, в своей нынешней форме она не была бы даже столь же эффективна, как ложная ось в битве, и, вероятно, именно поэтому так много культиваторов были готовы пойти на компромисс и вместо этого создать ложные оси. На лице Хань Ли появилась легкая улыбка, и золотое сияние, исходящее от его тела, исчезло вместе со священной осью мантры за его спиной. Он поднялся на ноги и вышел из своей секретной комнаты, прежде чем войти в другую комнату, где на столе лежала лазурная передающая пластина. Пластина в данный момент непрерывно жужжала, испуская водянисто-лазурное сияние, которое образовывало лазурный световой барьер, внутри которого два белых талисмана передачи беспорядочно метались, как пара обезглавленных мух. Хань Ли сделал хватательный жест, и лазурный световой барьер исчез, после чего два талисмана передачи влетели в его ладонь, и он влил в них свое духовное чувство. В течение последних 3 лет, за исключением последнего года с небольшим, когда он сосредоточил все свое внимание на прорыве через узкое место в своей культивации, он все остальное время исследовал до пылающего дракона в поисках своих зеленых бамбуковых мечей облачного роя. Для этой цели он неоднократно использовал свой чан 8 духов, но безрезультатно, как будто его зеленые бамбуковые мечи облачного роя полностью исчезли. Несмотря на то, что он не смог достичь своей главной цели, во время своих исследований он познакомился с истинными бессмертными сопоставимого с ним статуса в секте, и в настоящее время он находился в хороших отношениях с несколькими старейшинами-помощниками, которые также ранее были странствующими культиваторами в прошлом. Как оказалось, эти два талисмана передачи были отправлены ему 2 старейшинами внутренней секты, с которыми он был в дружеских отношениях, приглашая его отправиться с ними на миссии. Он тут же достал пару пустых талисманов передачи и без раздумий тактично отклонил их приглашение. В данный момент у него не было настроения отправляться на какие-либо миссии. Вскоре после этого он появился в саду лекарственных растений в своей пещерной резиденции и внимательно рассматривал флакон, контролирующий небеса, в своей руке. Рядом с ним стояла гигантская марионетка-обезьяна ростом около 3 метров. На заключительном этапе своего уединения у него, естественно, не было возможности продолжать проявлять те кристаллы, которые содержали закон времени. Однако он также не стал тратить зеленую жидкость впустую, поручив гигантской марионетке-обезьяне выращивать несколько 10-тысячелетних духовных трав с помощью духовной жидкости на случай, если возникнет необходимость в этих духовных травах. В глазах Хань Ли появилось задумчивое выражение, когда он присел на корточки и капнул каплю зеленой жидкости на одну из духовных трав перед собой, и как раз в этот момент внезапно произошел непредвиденный поворот событий. Внезапно над его телом появилась вспышка слабого золотого света, сразу же после чего его священная ось мантры возникла сама по себе без какого-либо предупреждения. 10-тысячелетняя духовная трава, которая была ближе всего к нему в саду лекарственных растений, тут же начала слегка дрожать, когда на ее поверхности появился слой полупрозрачного света, который, казалось, резонировал со священной осью мантры. Хань Ли был весьма удивлен этим и вскочил на ноги. Золотой свет, исходящий от его тела, исчез во вспышке вместе с его священной осью мантры, и 10-тысячелетняя духовная трава мгновенно вернулась в нормальное состояние. На лице Хань Ли появилось озадаченное выражение, и, немного подумав, он снова присел на корточки, чтобы приблизиться к этой 10-тысячелетней духовной траве. И действительно, духовная трава снова начала дрожать, а на ее поверхности снова появился слой полупрозрачного света. Священная ось мантры также появилась за его спиной во вспышке золотого света, и казалось, что они резонируют друг с другом. Что происходит? Брови Хань Ли были плотно нахмурены, когда он еще больше приблизился к саду лекарственных растений. В следующее мгновение все несколько духовных трав в саду, возраст которых превышал 10 тысяч лет, начали дрожать в унисон, и чем старше была духовная трава, тем сильнее она дрожала. Напротив, тысячелетние духовные травы не проявили особой реакции. После короткого размышления ему в голову внезапно пришла мысль, и он поднялся на ноги, прежде чем перевернуть руку и достать пару нефритовых шкатулок, а затем снять крышки шкатулок. В каждой шкатулке находилась духовная трава, которая испускала чрезвычайно богатую духовную ци, и обе они также были старше 10 тысяч лет. Темно-зеленая духовная трава в нефритовой шкатулке слева начала быстро дрожать, в то время как светло-красная духовная трава в шкатулке справа оставалась совершенно неподвижной. Темно-зеленая духовная трава была выращена с помощью зеленой жидкости, в то время как светло-красная духовная трава была взята из браслета для хранения фан-паня. Может ли это быть как-то связано с тем, насколько гладко прошла моя культивация писания оси мантры, и почему мне удалось проявить сразу 2 руны до времени? Пробормотал Хань Ли про себя, убирая пару духовных трав. Год спустя, на пике багрового рассвета.
Свет заходящего солнца разливался по всей вершине горы, купая ее в мягком теплом сиянии. Все тени в просторном дворе на вершине горы были вытянуты, создавая довольно тусклое, но безмятежное зрелище. На каменной табуретке рядом с каменным столом во дворе сидела красивая молодая женщина в красном. Она облокотилась на каменный стол, сложив свои тонкие нефритовые руки под подбородком, и выглядела довольно угрюмой и подавленной. Мэн Цинцань только что вышла из уединения почти полдня назад, успешно достигнув стадии формирования ядра, и хотела поделиться этой хорошей новостью со своим братом, но обнаружила, что все, кажется, заняты культивацией, что ее немного разочаровало. Интересно, чем занимается старейшина Ли? Пробормотала она про себя, переводя взгляд на пещерное жилище. Помимо Мэн Юнгуэ, Хань Ли был тем, с кем она больше всего хотела поделиться хорошей новостью о своем прорыве. Все остальные, включая ее брата, испытывали огромное благоговение и почтение к Хань Ли, но только она чувствовала, что Хань Ли не был таким холодным и высокомерным, как другие старейшины секты. Наоборот, он был больше похож на брата. В этот момент внутри секретной комнаты Хань Ли белые бусины, вделанные в стены, испускали яркое белое сияние, освещая всю секретную комнату. Хань Ли сидел, скрестив ноги, на футоне в своей одежде старейшины. Перед ним в воздухе парила квадратная темно-лазурная пластина. Два камня звездного сдвига, встроенные в пластину, ярко светились, образуя синий круг, и вскоре из массива начали исходить своеобразные колебания. Пространство в центре синего круга слегка задрожало, после чего появился шар тяжелой воды размером с кулак. Хань Ли сделал призывной жест, чтобы притянуть шар тяжелой воды в свою ладонь, а затем убрал небесную звездную пластину большой медведицы. Шар тяжелой воды был не очень большим, но, в отличие от тяжелой воды, которую ему доставляли ранее, этот шар тяжелой воды содержал намек на силы законов, которые Хань Ли поручил своему аватару земного божества влить в него. Он планировал создать ложную священную ось мантры, используя эту тяжелую воду, содержащую силу законов. На самом деле, он уже решил, что создаст ложную ось, как только заметил аномалии в своей священной оси мантры и рунах до времени. Он не мог быть полностью уверен, что это определенно связано со способностью флакона, контролирующего небеса, к созреванию, но даже в этом случае он не мог позволить кому-либо еще обнаружить эту связь. В противном случае у него были бы большие проблемы. Подумав об этом, Хань Ли притянул шар тяжелой воды в свою ладонь, одновременно взмахнув другой рукой по воздуху, выпуская кусок черного метеоритного железа размером с ладонь, водянисто-голубую жемчужину, каплю синей жидкости, похожей на каплю звериной крови, и кусок водной теневой руды, который испускал черное сияние. Глава 202. Истинная ось тяжелой воды. Все эти материалы Хань Ли добыл недавно различными способами. Ни один из них не был особо ценным или могущественным духовным материалом, но на их сбор у него ушло немало времени и сил. Метод создания ложной оси не был секретом. Он был подробно описан в пояснительной аннотации, где предлагалось несколько вариантов. Священная ось мантры была чрезвычайно сложна в изготовлении, но ложная ось была вполне практична, поэтому многие пытались ее создать, и в результате пояснительная аннотация содержала множество ценных сведений, собранных от прошлых культиваторов. Из-за различий в используемых материалах процесс изготовления всегда немного отличался от человека к человеку, но в целом он был довольно однороден. В этот момент Хань Ли уже выгравировал на земле массив, необходимый для создания ложной оси. Он напоминал древнюю медную монету из мира смертных, круглую снаружи и квадратную внутри. Его внешний вид был довольно обычным, но массив был гораздо сложнее, чем казалось на первый взгляд. Хань Ли разместил 4 вида духовных материалов по 4 углам внутреннего квадрата массива, затем открыл рот и выпустил шар зарождающегося пламени размером с человеческую голову прямо в центр массива. Когда он начал тихо произносить заклинание, писание бесформенной истинной оси активировалось в его теле, и яркое сияние изверглось из массива на земле, сливаясь воедино с шаром зарождающегося пламени. В секретной комнате раздался звук порывистого ветра, и шар зарождающегося пламени начал быстро вращаться, образуя миниатюрный огненный торнадо, испускающий жаркие волны. Сразу после этого он взмахнул рукой, и кусок водной теневой руды поднялся в воздух, прежде чем упасть в огненный торнадо, где быстро стал ярко-красным и практически полностью прозрачным. Затем по воле Хань Ли в огненный торнадо упала и капля синей жидкости, похожая на каплю звериной крови, и капнула на кусок водной теневой руды. Раздался громкий шипящий звук, в воздух поднялись клубы белого дыма, и кусок водной теневой руды мгновенно расплавился, превратившись в жидкость. Сразу после этого Хань Ли направил в пламя и 2 других материала, затем сменил ручную печать, и огненный торнадо мгновенно превратился в массивный огненный шар, поглотивший все материалы. В то же время температура воздуха в секретной комнате значительно снизилась, как будто большая часть тепла огня была заключена внутри шара пламени. Затем последовал долгий процесс слияния. Все, что ему оставалось делать, это контролировать зарождающееся пламя, поэтому он достал писание оси мантры и продолжил его изучать.
Несколько десятков дней пролетели в мгновение ика, и Хань Ли все это время оставался в своей секретной комнате, ухаживая за огненным шаром перед собой. Как раз в этот момент он медленно развел руки перед собой, и огненный шар медленно вытянулся, превратившись обратно в огненный торнадо. В центре огненного торнадо находился багровый круглый предмет, похожий на диск, диаметром около 30 сантиметров, и он был усеян бесчисленными тонкими и сложными духовными узорами. Однако, судя по его ауре, это было всего лишь сокровище приличного калибра, и в нем не было ничего особенного. Щелчком запястья Хань Ли шар тяжелой воды, содержащий силу законов воды, был отправлен в полет по воздуху, а затем медленно опустился на багровый диск внутри огненного торнадо сверху. Раздался глухой удар как в секретной комнате, так и прямо в сердце Хань Ли. Багровый диск содрогнулся, когда его мгновенно окутал шар тяжелой воды, и он быстро изменил цвет с багрового на черный. В то же время многие руны на диске растворились одна за другой, превратившись в полые, а на краю диска загорелся шар водянисто-голубого цвета, самостоятельно сформировав руну Даа воды. Спустя долгое время весь диск был уже усеян полыми рунами, из которых исходила аура законов воды. Увидев это, Хань Ли открыл рот, и шар зарождающегося пламени влетел обратно в его рот. Ложная ось к этому моменту была уже готова, и без поддержки огненного торнадо она рухнула прямо на землю с оглушительным грохотом. Земля во всей секретной комнате резко просела, а бесчисленные глубокие трещины появились, простираясь до окружающих стен. Пострадали также вся пещерная резиденция и двор, что привело к сильным, подобным землетрясению толчкам. Мэн Юнгуй и остальные были напуганы этими толчками и поспешно прекратили совершенствование, выбежав наружу, чтобы посмотреть, что происходит. На пике багрового рассвета раздался оглушительный шум, и бесчисленные птицы в панике взлетели в воздух, заслонив собой большую часть неба. К счастью, пик багрового рассвета находился в довольно уединенном месте, поэтому никто больше в секте не был оповещен толчками. Тем временем Хань Ли уже встал в своей секретной комнате, а затем вытащил ложную ось из земли. После тщательного осмотра он обнаружил, что ложная ось не была пропитана силой законов времени, но содержала чрезвычайно чистую силу законов воды. Кроме того, из-за введения тяжелой воды в ложную ось она была гораздо тяжелее, чем казалось. Учитывая ее свойства, я назову ее истинной осью тяжелой воды, пробормотал Хань Ли про себя, с довольным видом рассматривая ложную ось в своих руках. Спустя немного времени ворота пещерной резиденции резко открылись, и из них вышел Хань Ли. Первым делом он посетил пещеру огненной жилы у подножия горы, где сущность огненного ворона все еще вовсю наслаждался. Он поглотил огромное количество духовной ци огненной жилы, что привело к значительному повышению его ауры. Однако из-за того, что он находился в пещере недолго, его аура еще не стабилизировалась, поэтому Хань Ли не был уверен, насколько именно он восстановился. Однако по их духовной связи Хань Ли мог сказать, что огненный ворон очень доволен этим местом, поэтому ему ни о чем было беспокоиться. После этого он вернулся во двор своей пещерной резиденции и собрал Мэн Юнгуя и остальных, прежде чем раздать им несколько пилюль. Он также ответил на некоторые из их вопросов по совершенствованию, прежде чем покинуть пик багрового рассвета, чтобы найти свои зеленые бамбуковые мечи облачного роя. Несколько дней спустя поиски Хань Ли оказались совершенно бесплодными, и он вернулся в секретную комнату в своей пещерной резиденции, чтобы продолжить совершенствование писания оси мантры. В данный момент это было его основное искусство культивации, а сила законов времени также была той силой закона, которой он больше всего хотел овладеть. Однако он всегда старался время от времени выходить наружу, чтобы прочесать весь горный хребет колокольного звона в поисках своих зеленых бамбуковых мечей облачного роя, но его поиски каждый раз оказывались тщетными. 4 года пролетели в мгновение ика. В этот день в небе над пиком багрового рассвета снова появились бесчисленные черные тучи. Мировая изначальная ци сошлась в бешенстве, и образовался еще один массивный энергетический вихрь. Спустя долгое время темные тучи в небе медленно рассеялись, огромный вихрь духовной ци также распался на бесчисленные пятнышки духовного света разных цветов, а затем быстро исчез в небытие. Внутри секретной комнаты своей пещерной резиденции Хань Ли сидел, скрестив ноги, и на его лице было радостное выражение. На его нижней части живота виднелись 2 золотые точки света, указывающие на то, что он успешно открыл вторую бессмертную акупунктурную точку. Если бы кто-нибудь в Даа Пылающего Дракона услышал, что он открыл 2 бессмертные акупунктурные точки всего за 7 лет, он был бы поражен до глубины души, особенно учитывая, что он совершенствовал писание оси мантры, которая славилась своей недоступностью. После достижения стадии истинного бессмертного прогресс совершенствования был совершенно иным, чем на стадии Великого Вознесения или ниже. Обычно на открытие одной акупунктурной точки уходили столетия, а для тех, у кого были посредственные способности, нередко требовалось более 1000 лет, чтобы достичь такого подвига. Даже в истории всего Северного ледникового региона бессмертных было очень мало случаев, когда кто-либо открывал 2 бессмертные акупунктурные точки за 7 лет, не говоря уже о Даа Пылающего Дракона.
Хань Ли также был поражен собственной скоростью прогресса и не мог не думать об искусстве происхождения Большой Медведицы, которое он совершенствовал в царстве духовной сферы. В то время он усовершенствовал свое тело с помощью звездного света, чтобы открыть 7 глубоких акупунктурных точек в своем теле, тем самым став небесным бессмертным. Это искусство совершенствования было передано патриархам Холодного Пламени из Северного Ледникового региона бессмертных, и, возможно, между ними существовала какая-то связь. Однако он не стал слишком зацикливаться на этой мысли и закрыл глаза, чтобы осмотреть пару бессмертных акупунктурных точек. Только спустя почти 2 часа он снова открыл глаза, и на его лице появилось странное выражение. Над его телом вспыхнул ослепительный золотой свет, и по его воле за его спиной появилась священная ось мантры, испуская нежное золотое сияние. На священной оси появились еще 2 руны Дао времени, к радости и недоумению Хань Ли. В то же время он не мог не задаться вопросом, будут ли появляться 2 руны Дао времени каждый раз, когда он будет открывать бессмертную акупунктурную точку. Если это так, то разве он не сможет получить 24 руны Дао времени, как только откроет 12 бессмертных акупунктурных точек, необходимых для достижения средней стадии истинного бессмертного? Конечно, это были всего лишь беспочвенные предположения, но если это действительно произойдет, то его священная ось станет невероятно могущественной. Хань Ли почувствовал слабое жужжание, исходящее от 4 рун Дао времени, и казалось, что они каким-то образом резонируют друг с другом. В следующее мгновение священная ось мантры вспыхнула золотым светом, и по окружающей территории распространилась волна золотых пульсаций, гораздо более ярких, чем раньше. После краткого осмотра на лице Хань Ли появилась кривая усмешка. Даже с 4 рунами Дао времени эффекты его священной оси мантры были практически незначительны. Похоже, ему придется испытать ее снова после получения 6 рун Дао времени, что, как он надеялся, будет достигнуто с открытием его следующей бессмертной акупунктурной точки. Хань Ли подавил намек на волнение, возникший в его сердце, и золотой свет, исходящий от его тела, исчез вместе со священной осью мантры. Затем он поднялся на ноги и направился в гостевой зал снаружи. Когда он это сделал, ему в голову пришла мысль, и его брови слегка нахмурились. Его совершенствование писания оси мантры проходило чрезвычайно гладко, но, похоже, это израсходовало всю его удачу, и за последние 4 года он не смог найти никаких следов своих зеленых бамбуковых мечей облачного роя. Он практически прочесал весь горный хребет колокольного звона безрезультатно и начинал немного волноваться. Как раз в этот момент снаружи влетела полоса белого света, и это был талисман голосового сообщения. Хань Ли поднял бровь, поймав талисман, затем влил в него свое духовное чувство, и его выражение лица слегка изменилось, когда он немедленно поднялся на ноги и вышел из своей пещерной резиденции. Глава 203. Первый визит во дворец высшего прозрения. Выйдя из своей пещерной резиденции, Хань Ли обнаружил Мэн Юнгуэ, стоящего снаружи в компании никого иного, как Целяна. «Прошу прощения за вторжение, товарищ Даосли», — сказал Целян с теплой улыбкой. «Прошу, проходите, братцы. Что привело вас сегодня сюда?» Хань Ли поспешно пригласил Целяна в свою пещерную резиденцию, а затем поручил Мэн Юнгуэ приготовить им чаю. Целян также был странствующим культиватором и первым знакомым Хань Ли в Дао Пылающего Дракона, поэтому они были довольно близки во время пребывания Хань Ли здесь, но это был первый раз, когда Целян посещал его пещерную резиденцию. Целян вошел в пещерную резиденцию Хань Ли, затем бегло осмотрел окрестности и заметил: «Я знаю тебя уже довольно много лет, но только сейчас обнаруживаю, что ты довольно скромный культиватор, старейшина Ли. Впечатляет, что всего лишь 10 твоих слуг смогли содержать твою пещерную резиденцию в таком порядке. Вы слишком добры, братцы. Моя пещерная резиденция действительно в хорошем состоянии, но только потому, что в ней почти ничего нет», — усмехнулся Хань Ли. Его гостевой зал был чрезвычайно пуст, в нем не было никакой мебели или украшений, кроме стола и нескольких стульев. Он бывал в пещерной резиденции Целяна в прошлом, и она была гораздо более экстравагантной и роскошной, чем его собственная. Как истинные бессмертные, мы оба не слишком привязаны к этим материальным вещам. Я очень восхищаюсь тобой за то, что ты всецело сосредоточен на своем совершенствовании и не позволяешь себе отвлекаться на материальные излишества, брат Ли, усмехнулся Целян. Так что же привело вас сегодня сюда, братцы? Спросил Хань Ли. Я только что пришел из Дворца Высшего Прозрения и решил навестить тебя по пути назад. Кстати, ты еще не слышал о задании, выпущенном сегодня заместителем лорда Дао Сюн, верно? Спросил Целян, и в его глазах появился намек на волнение. Дворец Высшего Прозрения был местом, где выпускались и принимались задания во внутренней секте Дао Пылающего Дракона, и Хань Ли, естественно, знал о его существовании, но все это время он был занят совершенствованием и поисками своих зеленых бамбуковых мечей облачного роя, поэтому у него не было намерения брать какие-либо задания. И в результате он ни разу не посещал Дворец Высшего Прозрения. «Какое задание вызвало у вас такое волнение, братцы?» — спросил Хань Ли.
Заместитель лорда Да Сюн ищет 10 культиваторов стадии истинного бессмертного, которые владеют искусством управления летающим мечом, чтобы помочь ему усовершенствовать сокровища. Он предлагает каждому огромную награду в виде такого количества очков заслуг после завершения задания, таинственным тоном сказал Целиан, подняв 5 пальцев. 50 очков заслуг? Спросил Ханьли. 500. Я знаю, что ты гораздо искуснее меня владеешь искусством управления летающим мечом, и поэтому я пригласил тебя пойти со мной, сказал Целиан, и волнение в его глазах стало еще более явным. Ханьли тоже был довольно заинтригован, услышав это. Хотя он никогда не бывал во Дворце Высшего Прозрения, он знал, что 500 очков заслуг — это чрезвычайно щедрая награда за одно задание. Прошло очень много времени с тех пор, как было задание с такой щедрой наградой и без какой-либо опасности. Многие старейшины, которые лишь немного знакомы с искусством управления летающим мечом, уже записались. Я уверен, что ты не упустишь такой возможности, верно, брат Ли? Спросил Целиан с улыбкой. Хань Ли немного подумал над предложением, затем кивнул и ответил: «Вы уже пришли, чтобы пригласить меня лично, поэтому с моей стороны было бы грубостью отказаться». У него не было настроения выполнять какие-либо задания, но Целиан пришел, чтобы лично пригласить его, и они были в хороших отношениях друг с другом, поэтому было бы неприлично отказываться. Кроме того, 500 очков заслуг были очень заманчивой наградой. Таким образом, они вдвоем быстро покинули пещерную резиденцию, и Хань Ли поручил Мэн Юнгу присматривать за пиком багрового рассвета, после чего он и Целиан быстро улетели вдаль, как две полосы света, оставив Мэн Юнгу смотреть им вслед с глубоким восхищением в глазах. Дворец Высшего Прозрения располагался на пике пронзающие облака, и, как следует из названия, гора была необычайно высокой, уходящей прямо в облака. Кроме того, растительность на всей горе была чрезвычайно скудной, а скалы были очень гладкими. В результате даже обезьянам было крайне трудно на нее взобраться. Море радужных облаков было создано, чтобы скрыть вершину горы, и оно испускало радужное сияние, которое можно было ясно видеть даже с расстояния в сотни километров. Дворец Высшего Прозрения располагался над морем радужных облаков, его высота превышала 30 метров, и он был полностью темно-лазурного цвета. Его стены, кирпичи и черепица были сделаны из чрезвычайно плотных и прочных материалов, создавая ощущение, что смотришь на тяжелую гору, что заставляло беспокоиться о том, сможет ли море радужных облаков внизу выдержать ее вес. Перед дворцом находилась массивная площадь из голубого камня, по краям которой стояло около дюжины толстых каменных столбов. На столбах были выгравированы всевозможные чрезвычайно реалистичные экзотические звери, в том числе небесный дракон, радужный феникс, белый тигр и черепаха Сюанью. Вид с площади был совершенно беспрепятственным, а голубое небо было чистое, как зеркало, представляя собой потрясающее зрелище. Дворец Высшего Прозрения был одним из самых оживленных мест во всем до Пылающего дракона. На площади располагался павильон телепортации, в который время от времени входили и выходили люди. Также были полосы света, которые неслись по воздуху со всех сторон, прежде чем приземлиться на площади. Строго говоря, не было никаких ограничений в отношении статуса тех, кто приходил сюда принимать задания, поэтому даже ученики внешней секты могли приходить сюда за заданиями, если чувствовали, что справятся с этой задачей, но подавляющее большинство людей здесь были учениками внутренней секты. Как раз в этот момент с далекого неба прилетели две полосы света, а затем приземлились на площади, превратившись в Хань Ли и Целиана. При виде их одежд старейшин внутренней секты на лицах ближайших учеников немедленно появилось уважение, и все уступили дорогу дуэту Хань Ли. Хань Ли огляделся по сторонам и был вынужден пересмотреть свое представление об общей силе до Пылающего дракона. Люди, входящие и выходящие из Дворца Высшего Прозрения, имели самые разные уровни совершенствования, причем подавляющее большинство из них были выше стадии зарождающейся души, и даже можно было увидеть несколько культиваторов интеграции тела и Великого Вознесения. Можно сказать, что одних только культиваторов во Дворце Высшего Прозрения в этот момент было бы уже в бесчисленное количество раз больше, чем всего собрания культиваторов крупной секты в Царстве Духов. Целиан явно уже привык к этому и направился прямо к Дворцу Высшего Прозрения. Хань Ли последовал за ним, и они быстро оказались перед дворцом, прежде чем войти внутрь. Как только они это сделали, Хань Ли мгновенно почувствовал, что его поле зрения значительно расширилось, как будто пространство внутри дворца внезапно увеличилось в 10 раз, и это было довольно неописуемое ощущение. Снаружи дворец не казался таким уж большим, но его внутреннее пространство было не намного меньше, чем площадь снаружи. Неужели на дворец наложено какое-то ограничение закона пространства? Размышлял про себя Хань Ли. Войдя во дворец, Целиан лишь на мгновение остановился, прежде чем направиться вглубь. Самым примечательным внутри дворца были 3 массивные каменные стены, расположенные в его центре. Каждая стена была высотой около 90 метров и шириной более 30 метров, и одна из них была белой, вторая — лазурной, а последняя — золотой. 3 стены стояли рядом друг с другом в последовательности белая, лазурная и золотая слева направо.
Белая стена располагалась ближе всего к внешней стороне дворца, лазурная стена стояла в центре, а золотая стена располагалась в самой глубине дворца. На каждой стене были выгравированы строки четкого текста, светящиеся духовным светом, обозначающие ряд заданий. Судя по количеству строк текста, на белой стене было больше всего заданий, в общей сложности более 1000, в то время как на лазурной стене заданий было чуть меньше, а на золотой стене меньше всего. На 3 стенах представлены задания разного уровня сложности. Задания на белой стене легче всего выполнить и обычно подходят для тех, кто находится на стадии божественной трансформации или ниже. Лазурная стена содержит задания, которые обычно предназначены для тех, кто находится на стадии пространственного закаливания или выше, а золотая стена — для культиваторов стадии истинного бессмертного, таких как мы, объяснил Цзэлян, направляясь прямо к золотой стене в глубине зала. В зале было еще больше людей, и было довольно людно. В частности, много людей собралось возле белой и лазурной стен. Однако перед золотой стеной стояло всего несколько старейшин стадии истинного бессмертного, и казалось, что никто из учеников внутренней секты не осмеливался приближаться к стене. Хань Ли за последние несколько лет познакомился с несколькими старейшинами внутренней секты, но он не знал, кто эти старейшины. Напротив, у Цзэляна явно было больше знакомых, чем у Хань Ли, и он дружелюбно поприветствовал всех остальных старейшин, на что те ответили взаимностью. Все — это товарищ Даос Ли Фэюй. Он присоединился к нашей секте всего несколько лет назад и в настоящее время проживает на пике багрового рассвета. Старейшина ли это? Цзэлян представил Хань Ли всех старейшин, и Хань Ли поприветствовал их одного за другим, затем немного побеседовал с ними, прежде чем обратить свой взор на золотую каменную стену. Тем временем Цзэлян все еще болтал с другими старейшинами, и казалось, что он довольно общительный. На золотой стене было довольно много заданий, и, конечно же, все они были довольно сложны в выполнении. Кроме того, награды тоже не были очень привлекательными, варьируясь от нескольких десятков до менее 200 очков заслуг за задание. Хань Ли был довольно обеспокоен, увидев это. Казалось, что зарабатывать очки заслуг будет гораздо труднее, чем он ожидал. Искусство совершенствования 2-го уровня писания оси мантры будет стоить 9000 очков заслуг, и он не знал, сколько заданий ему придется выполнить, чтобы набрать такое количество. Были и задания, которые предлагали более высокие награды, а именно дюжина или около того заданий на самом верху каменной стены. Эти задания были обозначены особым красным текстом, в отличие от белого текста обычных заданий, и это были особые задания, выпущенные сектой. Все эти особые задания предлагали чрезвычайно щедрые награды, причем даже самая низкая награда составляла 800 очков заслуг, а большинство заданий хвастались наградами, превышающими 1000 очков заслуг, но все они были чрезвычайно сложны и опасны в выполнении. Среди этих заданий то, которое предлагало самую низкую награду, требовало убить лису ветра и огня на поздней стадии истинного бессмертного и принести ее полную тушу. Хань Ли читал о лисах ветра и огня в прошлом. Это был вид стайных духовных зверей, обитавших в самом северном регионе континента Древнего Облака. Эти лисы обладали силой стадии божественной трансформации с рождения, а также способностями как ветра, так и огня. По достижении полной зрелости они обретали силу стадии интеграции тела, и только монарх лисы ветра и огня мог достичь поздней стадии истинного бессмертного. Хань Ли был свидетелем силы того морского зверя-осьминога поздней стадии истинного бессмертного и знал, что на своем нынешнем уровне силы он не смог бы убить такое существо, не говоря уже о том, чтобы убить монарха лисы ветра и огня поздней стадии истинного бессмертного среди целой стаи духовных зверей. Что касается других заданий, то они были еще сложнее, например, отправиться в чрезвычайно опасное место в поисках почти исчезнувших материалов или выследить некоторых известных злых бессмертных, которые, как говорили, уже достигли стадии золотого бессмертного. На лице Хань Ли появилась кривая усмешка. В данный момент все, что он мог сделать, это изучить эти задания, чтобы расширить свой кругозор, но он никак не мог взять ни одно из них. Однако в следующее мгновение его взгляд упал на одно из красных заданий. Это задание было зажато между парой заданий с длинными описаниями, поэтому он не заметил его раньше. Описание задания было чрезвычайно простым и лаконичным — совершенствовать писание оси мантры до 2-го уровня. Несмотря на это, оно хвасталось чрезвычайно высокой наградой в 5000 очков заслуг. Глава 204. Конфликт между фракциями. При виде этого задания в глазах Хань Ли промелькнуло недоумение. В описании задания не было никаких других требований. Неужели для того, чтобы заработать эти 5000 очков заслуг, действительно нужно было только совершенствовать писание оси мантры до 2-го уровня? Это задание могло показаться чрезвычайно сложным для других людей в Дао Пылающего Дракона, но, учитывая, насколько гладко до сих пор шло его совершенствование в этом искусстве культивации, достижение 2-го уровня определенно не казалось недостижимым. 5000 очков заслуг были очень заманчивы, но если он будет претендовать на эту награду, то, скорее всего, последуют бесчисленные проблемы.
По крайней мере, он, скорее всего, не сможет продолжать вести себя сдержанно, совершенствуясь в Даа Пылающего Дракона. Кроме того, за последние несколько лет он уже успешно открыл 2 бессмертные акупунктурные точки и получил 4 руны Даа времени, и это был экстраординарный прогресс, о котором он не хотел, чтобы кто-либо знал. Подумав об этом, Хань Ли немедленно отбросил всякую мысль о выполнении этого задания и отвел взгляд. После краткого ознакомления с остальными красными заданиями он вернулся к белым заданиям и начал быстро просматривать их. На стене было много заданий, выделенных белым цветом, но Цилян уже сказал ему, что искать, поэтому ему не потребовалось много времени, чтобы найти задания, выпущенные заместителем лорда Даа Сюн, и, конечно же, награда составляла 500 очков заслуг. «Что думаешь?» — спросил Цилян, подходя к Хань Ли с улыбкой. «Задание именно такое, как ты описывал, старейшина Ци», — двусмысленно ответил Хань Ли. «В таком случае нам нужно поторопиться. Я слышал от других, что довольно много старейшин уже взяли это задание. Если мы будем ждать дольше, для нас может не остаться мест», — сказал Цилян слегка встревоженным голосом. Говоря это, он перевернул руку, чтобы достать свой значок старейшины, затем направил его на золотую каменную стену, и из соответствующего задания немедленно вылетела полоса света, прежде чем войти в его значок старейшины. Хань Ли сделал то же самое, и еще одна полоса света вылетела и вошла в его значок старейшины, после чего на поверхности значка появился странный рисунок. Приняв задание, они вдвоем без промедления покинули дворец высшего прозрения. Проведя в Даа Пылающего Дракона бесчисленные годы, Цилян, естественно, был гораздо лучше знаком с расположением секты, чем Хань Ли, и он вел его на протяжении всего этого процесса. Сначала они вдвоем отправились, используя массив телепортации в зале телепортации, затем летели почти полдня, прежде чем прибыли к огромной горе. Мировая изначальная Ци здесь была гораздо более обильной, чем на пике багрового рассвета Хань Ли. Гора простиралась до самых облаков и была полностью золотого цвета, по-видимому, образованная из какой-то руды. Кроме того, гора была удивительно прямой и ровной по бокам, напоминая гигантский золотой меч, пронзающий небеса, если смотреть на нее издалека. Скрытые в облаках и тумане на вершине горы находились ряды волнообразных дворцов, купающихся в неясном золотом сиянии, что придавало им ореол таинственности. Рядом с этой горой была еще одна, немного меньшего размера, и на вершине этой более низкой горы также располагались дворцы. На обеих вершинах гор были наложены ограничения, поэтому на них не было снега. 2 горы соединял длинный золотой мост, напоминающий светящуюся полосу золотого света, парящую в воздухе, что представляло собой величественное зрелище. Это пик Небесного Меча, где находится пещерная резиденция заместителя лорда Даа Сюн, представил Цилян, указывая издалека на гигантскую гору. «Это действительно захватывающее дух место», — похвалил Хань Ли. Действительно. Заместитель лорда Даа Сюн — человек со множеством правил, и главная вершина — это запретная зона, на которую посторонним не разрешается ступать. Все посетители должны сначала отправиться на второстепенную вершину, откуда их затем телепортируют на главную вершину для встречи с заместителем лорда Даа Сюн, тихим голосом сказал Цилян. Хань Ли был несколько озадачен, услышав это, но затем быстро кивнул в ответ. Спустя несколько мгновений они спустились на ровную площадку на вершине более низкой из 2 гор. Площадь на вершине второстепенной вершины была не очень большой, на ней было построено всего несколько боковых залов и павильонов. Однако они были расположены очень затейливо и нисколько не выглядели убогими. Дуэт Хань Ли был быстро встречен молодым человеком в белом одеянии, который, по-видимому, был слугой Сюншаня, и он почтительным голосом сказал: «Добро пожаловать, старейшины. Вы взяли задание из Дворца Высшего Прозрения, именно. Не могли бы вы сообщить заместителю лорда Даа Сюн о нашем прибытии?» — спросил Цилян. «Он сейчас находится на главной вершине. Пожалуйста, следуйте за мной», — сказал молодой человек в белом одеянии, а затем повел их к главной вершине. Цилян и Хань Ли обменялись взглядами, прежде чем последовать за ним. Молодой человек в белом одеянии повел их на золотой мост, прежде чем ступить на него, и Цилян спросил: «Можно ли вам вести нас прямо к заместителю лорда Даа Сюн, не посоветовавшись с ним сначала? Мастер Сюн поручил мне без промедления провожать всех старейшин, которые взяли его задание, прямо на главную вершину». Почтительным голосом ответил молодой человек в белом одеянии, и Цилян кивнул в ответ. «Сколько старейшин уже приняли задание?» — спросил Хань Ли. 27, ответил молодой человек в белом одеянии. Услышав это, выражение лица Циляна слегка изменилось. Было всего 10 свободных мест. Все в порядке. Тот факт, что он ведет нас туда, указывает на то, что заместитель лорда Даа Сюн еще не решил, кого он собирается принять на работу. Я полагаю, нам нужно будет пройти какое-то испытание, и это не будет случай, кто первый пришел, того и тапки, передал Хань Ли Циляну голосовой передачей. Действительно. Спасибо за напоминание, брат Ли, ответил Цилян, и на его лице появился намек на смущение.
Он достиг критической точки в своем совершенствовании и отчаянно нуждался в 500 очках заслуг, поэтому в своей спешке он несколько потерял чувство разума. Под Золотым мостом находилась огромная пропасть, заполненная облаками и туманом, зрелище, которое наверняка вызвало бы у смертного сильное головокружение. Для троицы Хань Ли это, естественно, не было проблемой, и они быстро пересекли Золотой мост, прежде чем прибыть на главную вершину. Площадь на вершине главной вершины была более чем в 10 раз больше площади пика Багрового рассвета, и на ней располагалось множество изысканных дворцов и шпилей, а также бесчисленные павильоны, сады и водоемы. Все здания и даже земля были построены из драгоценных материалов, наиболее часто используемым из которых был золотой материал, из которого целиком состояла гора. Все дворцы и здания испускали яркое сияние, которое еще больше усиливало ощущение роскоши, и под руководством молодого человека в белом одеянии Хань Ли и Цзилян прошли по широкой тропе из белого нефрита около 15 минут, прежде чем прибыть к Золотому дворцу. Это был гостевой зал, где уже собрались 27 старейшин, и они были разделены на 2 круга, сидящих слева и справа от зала, причем каждая страна демонстрировала некоторую враждебность по отношению к другой. Дюжина или около того человек слева были довольно расслаблены и дружелюбно болтали друг с другом с оттенком превосходства на лицах, в то время как группа справа по большей части хранила молчание. Большинство людей в зале сразу же повернулись к Хань Ли и Цзиляну по их прибытии, но из-за того, что Хань Ли только недавно присоединился к секте, все отвернулись, лишь мельком взглянув на него. Из группы справа встал мужчина с грубой бородой и подошел к дуэту Хань Ли, сказав: «Я знал, что ты определенно не упустишь такого задания, брат Ци. Почему ты только сейчас добрался сюда? Я не так хорошо информирован, как ты, брат Нань. Я пришел сюда, как только услышал об этом задании, но ты все равно успел меня опередить», — с улыбкой ответил Цзилян. «У меня просто нетерпеливый характер. В раннем прибытии нет никакой пользы, все, что я сделал, это сидел и крутил большими пальцами», — усмехнулся бородатый мужчина, а затем перевел взгляд на Хань Ли. «Кто это?» «Это брат Ли, старейшина внутренней секты, который присоединился к нашей секте всего несколько лет назад и в настоящее время проживает на пике Багрового рассвета», — представил Цзилян. «Много слышал о вас, брат Нань», — сказал Хань Ли, сложив кулак в приветствии. «Проходите, садитесь, брат Ли», — сказал бородатый мужчина, увлекая Хань Ли и Цзиляна к кругу справа. Как только Цзилян сел, к нему сразу же подошли несколько человек, чтобы поприветствовать его. Хань Ли узнал одного или двух других присутствующих старейшин, но он был с ними совсем не знаком, и они лишь обменялись несколькими кивками и светской беседой. Внезапно атмосфера в правой части зала немного оживилась, и те, кто сидел в левой части зала, были абсолютно недовольны, услышав болтовню, доносящуюся с другой стороны. Один человек даже прочистил горло, чтобы выразить свое недовольство. Хань Ли не узнал людей в левой части зала, но у него было приблизительное представление о том, кто они такие. Большинство из этих людей были бывшими учениками внутренней секты, которым удалось достичь стадии истинного бессмертного благодаря бесчисленным тысячелетиям совершенствования, и многие из них были прямыми потомками некоторых крупных кланов в Дао Пылающего Дракона, что давало им статус учеников внутренней секты с рождения. Это были люди, которые всю свою жизнь росли в Дао Пылающего Дракона, и они всегда смотрели свысока на таких чужаков, как Хань Ли, большинство из которых были бывшими странствующими культиваторами. Помимо того, что их статус давал им чувство превосходства, они также выступали против существования этих чужаков, присоединившихся к секте, поскольку им приходилось конкурировать с этими чужаками за ресурсы для совершенствования. Хотя Хань Ли пробыл в Дао Пылающего Дракона всего несколько лет, он уже отчетливо ощутил конфликт и враждебность между этими двумя фракциями. Высшие чины Дао Пылающего Дракона, естественно, знали о ситуации, но не проявляли никакого намерения смягчить этот конфликт. Вместо этого они поощряли такого рода конкуренцию, поскольку она способствовала общему росту. Это была одна из важных причин, по которой Дао Пылающего Дракона в последнее время удалось подготовить так много могущественных культиваторов. Хань Ли бросил взгляд на левую часть зала, и его внимание быстро привлек мужчина, которому, казалось, было около 30 лет. Он был в золотой короне и стоял с прямой спиной, с широкими плечами, что придавало ему внушительный вид. Его глаза были длинными и тонкими, и в них вспыхивал острый блеск, очень похожий на блеск меча. Хотя он просто сидел, он явно выделялся из толпы, и казалось, что все остальные были всего лишь звездами, которые меркли по сравнению с луной, которой он являлся. Цзилян заметил, куда смотрит Хань Ли, и тихим голосом представил: этого человека зовут Чжу Фэн. Еще 10 тысяч лет назад ему удалось открыть 12 бессмертных акупунктурных точек, чтобы достичь средней стадии истинного бессмертного, и он совершенствует писание Дао Меча. Он проживает на пике скрытой скалы, поэтому его называют бессмертным меча скрытой скалы, и он довольно известен среди старейшин внутренней секты. Учитывая его мастерство владения мечом, ему почти наверняка гарантировано одно из 10 доступных мест для задания. Хань Ли кивнул в ответ. Чжу Фэн казался довольно высокомерным человеком, говорил только тогда, когда к нему обращались окружающие, и даже не взглянул на Хань Ли и остальных.
Хань Ли некоторое время наблюдал за Чжу Фэном, прежде чем отвести взгляд и закрыть глаза для медитации. Быстро прошел почти день, и за это время один за другим прибыли еще 7 или 8 старейшин. В результате количество людей в зале увеличилось до более чем 40, и почти все места были заняты. Для культиваторов истинного бессмертного это было равносильно не более чем морганию глаза, и они ждали кого-то очень высокого ранга, поэтому никто не проявлял нетерпения. Однако к этому моменту в зале было гораздо тише, чем раньше, и большинство людей прекратили свои разговоры, предпочитая вместо этого медитировать с закрытыми глазами. Глава 205. Каменные мечи. Спустя примерно 2 часа из дворца раздался звук шагов, и появилась невысокая коренастая фигура Сюншаня. При виде 40 с лишним старейшин, собравшихся во дворце, на его лице появилось довольное выражение, и все в унисон поднялись на ноги, прежде чем почтительно поклониться ему. «Мы приветствуем заместителя лорда Дао Сюн, не нужно формальностей. «Следуйте за мной», — сказал Сюншань, пренебрежительно махнув рукой, а затем направился к двери в углу зала. Все присутствующие поспешно последовали за ним, а Сюншань вышел из зала и прошел по длинному коридору, а затем прибыл на место, которое, по-видимому, было тренировочной площадкой. Площадь была размером более 3000 квадратных метров, и она была совершенно пуста, если не считать 10 огромных каменных мечей, лежащих плашмя на земле. Каждый из этих каменных мечей был высотой около 24 метров, их лезвия были чрезвычайно толстыми, с бесчисленными сложными узорами, выгравированными на них, и испускали своеобразную ауру, напоминающую ци меча, но в то же время совершенно от нее отличную. Хань Ли обвел взглядом каменные мечи, и в его глазах появилось удивление, за которым последовало понимание. «Я уверен, что все вы уже знаете, о чем это задание. Мне нужно 10 собратьев-даосов, владеющих искусством меча, чтобы помочь мне усовершенствовать сокровища. Вас здесь более 40, поэтому я устроил испытание, чтобы проверить ваш уровень мастерства в искусстве меча», прямо и откровенно заявил Сюншань. Все присутствующие уже примерно догадывались, что так и будет, поэтому никто не был удивлен этим объявлением. Однако враждебность между местными и пришедшими странствующими старейшинами только усилилась после этого заявления. Чжу Фэн внезапно шагнул вперед с улыбкой и сказал: «Заместитель лорда Дао Сюн — мечник номер 1 среди всех 36 заместителей лордов Дао, поэтому я уверен, что одно лишь участие в этом испытании будет чрезвычайно полезно для нашего будущего совершенствования. Как это внимательно с вашей стороны, заместитель лорда Дао Сюн». Он был очень холоден и высокомерен со всеми остальными, но в присутствии Сюншаня он принял скромный вид в сочетании с льстивой улыбкой. Услышав это, многие сразу же повернулись посмотреть на Чжу Фэна, и взгляд Сюншаня также был прикован к нему. Его выражение лица не изменилось, но в его холодных глазах промелькнул намек на теплоту, и он продолжил: «Испытание, которое я устроил, очень просто. Эти каменные мечи здесь — это каменные мечи, не поддающиеся влиянию источника, которые я лично усовершенствовал с помощью специальных методов. В мечах установлены специальные ограничения, благодаря которым управлять ими могут только те, кто действительно искусен в искусстве управления мечом. Вы все можете попробовать, и исход вашего испытания будет зависеть от количества каменных мечей, которыми вам удастся управлять». Услышав это, все обратили внимание на каменные мечи. Это был очень необычный экзамен. Все впервые слышали об этих каменных мечах, противостоящих источнику, и хотя их было всего 10, слова Сюншаня ясно давали понять, что это будет непростое испытание, поэтому все чувствовали себя довольно неуверенно. Никто не хотел идти первым, и даже Чжу Фэн выглядел немного неуверенным в себе. Ци Лян подошел к Хань Ли с немного встревоженным взглядом и спросил голосовой передачей: «Что ты думаешь, брат Ли? Пока я не вижу ничего подозрительного, но в этих каменных мечах определенно есть что-то большее, чем кажется на первый взгляд, и я полагаю, что управлять ими будет совсем непросто», — ответил Хань Ли. Все остальные также общались друг с другом посредством голосовой передачи. Сюншань был сильно недоволен нерешительностью, которую демонстрировали все, и холодным голосом сказал: «Мне нужно всего 10 человек, которые соответствуют моим стандартам. Как только 10 мест будут заняты, испытание будет окончено». Услышав это, выражение лиц всех присутствующих слегка изменилось, и они поняли, что больше не могут медлить. Лысеющий старейшина внутренней секты мгновенно подлетел к каменным мечам и вызвался: «Я пойду первым». Увидев это, Сюншань слегка кивнул. «Когда ты собираешься попробовать, брат Ли?» — спросил Ци Лян голосовой передачей. «Не спеши». Несмотря на то, что говорит Сюншань, тот факт, что он предлагает такую большую награду за это задание, указывает на то, что он определенно захочет собрать самую лучшую команду из возможных. Следовательно, он определенно будет ждать, пока все не пройдут испытание, прежде чем решать, кого выбрать. «Давай позволим этим людям идти перед нами, чтобы мы могли учиться, наблюдая за ними», — ответил Хань Ли. Услышав это, в глазах Ци Ляна появился просветленный взгляд.
Это отличная идея, брат Ли. Было еще несколько человек, которые, казалось, пришли к тому же выводу, что и Хань Ли, и они смотрели с расслабленными лицами, по-видимому, не торопясь проходить испытание. Как раз в этот момент лысеющий старейшина тихо выдохнул, и над его телом появилась вспышка слабого белого света, распространяя по воздуху леденящую душу ауру. Затем из его тела вырвалась вспышка ослепительного белого света, прежде чем сформировать проекцию гигантского белого меча. Проекция меча испускала ледяное намерение меча, и в окружающем пространстве немедленно появились бесчисленные снежинки, танцующие в воздухе, создавая прекрасное зрелище. Хань Ли не мог не быть впечатлен мастерством лысеющего старейшины в искусстве меча. Эти снежинки казались довольно непримечательными, но они были сформированы не за счет замораживания влаги в воздухе. Вместо этого они были проявлением бесчисленных полос меча, которые он высвободил, и для достижения такого подвига требовалась исключительная степень контроля. Лысеющий старейшина издал низкий рык, сделав одной рукой ручную печать, а другой указывая прямо вперед, и гигантская проекция меча над его головой мгновенно разделилась на две части, причем одна из разделенных проекций меча влетела в один из каменных мечей. В результате оригинальная проекция меча мгновенно немного уменьшилась. На поверхности каменного меча появился слой ледяного белого света, но как раз в этот момент руны на мече начали светиться слабым черным светом, быстро мигая, как танцующие языки пламени. Большая часть белого света, цепляющегося за меч, мгновенно рассеялась, как слой тающего льда. Увидев это, лысеющий старейшина поспешно сделал еще одну серию ручных печатей, и еще одна проекция меча, в несколько раз большая, чем предыдущая, отделилась от гигантской проекции меча над его головой, прежде чем влететь в каменный меч. Гигантская проекция меча снова значительно уменьшилась, а над каменным мечом появился слой яркого белого сияния наряду с бесчисленными белыми рунами, напоминающими крошечные мечи. В то же время на поверхности каменного меча снова появился слой черного света, чтобы противостоять белому свету, но на этот раз белый свет был гораздо более решительным и смог удержать свои позиции. «Вверх!» Сильным голосом крикнул лысеющий старейшина, и каменный меч на мгновение содрогнулся, прежде чем медленно подняться в воздух. Хотя он поднялся с земли, черный свет, испускаемый каменным мечом, не исчез. Вместо этого он начал мигать еще настойчивее, заставляя каменный меч непрерывно дрожать. На лице лысеющего старейшины появилось торжественное выражение, и он сделал быструю серию ручных печатей, приложив немало усилий, чтобы, наконец, стабилизировать каменный меч. После всего этого на его лбу выступил легкий пот, и он устремил свой взгляд на другие каменные мечи. Став свидетелями трудностей, с которыми столкнулся лысеющий старейшина во время испытания, все стали испытывать довольно сильное беспокойство. Тем временем в глазах Хань Ли появился слой слабого голубого света, и он пристально смотрел на каменный меч, парящий в воздухе, по-видимому, о чем-то размышляя. Лысеющий старейшина не терял времени даром и сделал еще одну серию ручных печатей, и белая проекция меча исчезла во втором каменном мече, в то время как его цвет лица постепенно становился все бледнее и бледнее. Белый свет беспорядочно мигал на поверхности второго каменного меча в течение долгого времени, прежде чем он, наконец, тоже поднялся в воздух. К этому моменту пот лился по лицу лысеющего старейшины, которое стало белым, как лист бумаги, как будто он находился под сильным напряжением. Переведя дух, он стиснул зубы и повернулся к третьему каменному мечу, начав делать серию ручных печатей. Управление двумя каменными мечами уже было близко к его пределу, и теперь, когда он переключил свое внимание на третий меч, два каменных меча, парящие в воздухе, немедленно начали дрожать. Он издал низкий рык, делая все возможное, чтобы стабилизировать два воздушных каменных меча, одновременно сосредоточившись на подъеме третьего каменного меча. К этому моменту гигантская проекция меча над его головой уже значительно уменьшилась, и она пролетела по воздуху, прежде чем полностью исчезнуть в третьем каменном мече. Поверхность третьего каменного меча начала мигать белым светом, и казалось, что он вот-вот поднимется в воздух, но как раз в этот момент три каменных меча содрогнулись в унисон, испуская яркий черный свет, как будто они резонировали друг с другом. Белый свет на поверхности трех каменных мечей одновременно рассеялся, и два воздушных каменных меча рухнули обратно на землю, погрузившись глубоко в землю. Лысеющий старейшина тяжело дышал, и в его глазах появилось глубокое разочарование. «Два каменных меча», — равнодушным голосом объявил Сюншань, слегка покачав головой. Все замолчали с мрачным выражением лица. Сердце лысеющего старейшины сразу же упало при виде реакции Сюншаня. Он знал, что, скорее всего, у него нет шансов быть выбранным, и, слабо вздохнув, отошел от каменных мечей. «Позвольте мне попробовать». Как только он отошел, его сменил рыжеволосый юноша, который направился к каменным мечам, и от его тела начало исходить ослепительное красное сияние. Полосы меча пронзили воздух, образуя вокруг него массивный багровый цветок лотоса. Каждый лепесток цветка был образован бесчисленными полосами багровой меча, и он был полностью скрыт внутри цветка лотоса. Внезапно из тычинки цветка лотоса вырвалась вспышка багровых пульсаций, прежде чем хлынуть в один из каменных мечей.
На поверхности каменного меча мгновенно появился слой багрового света, но, как и прежде, появился и слой черного света, чтобы яростно противостоять багровому свету. Ясно. Вот почему они называются каменные мечи противостоящих источнику. Хань Ли слегка кивнул про себя, когда в его глазах вспыхнул голубой свет. Ты был прав, брат Ли, в этих мечах определенно есть что-то большее, чем кажется на первый взгляд. Ты можешь сказать, что в них такого особенного? Спросил Ци Лян голосовой передачей. Если я не ошибаюсь, узоры на каменных мечах — это не просто один тип ограничения. Вместо этого они способны по-разному реагировать на тех, кто пытается управлять ими, стремясь сорвать любые подобные попытки, ответил Хань Ли. Услышав это, Ци Лян кивнул с задумчивым выражением лица. Пока они разговаривали друг с другом, рыжеволосый юноша уже поднял 2 каменных меча, но, похоже, это был его предел, и багровый цветок лотоса вокруг него уже начал колебаться. Еще одна вспышка багровых пульсаций вылетела из цветка лотоса, прежде чем хлынуть в 3-й каменный меч, и каменный меч на мгновение содрогнулся, как будто тоже собирался подняться в воздух. Однако как раз в этот момент 3 каменных меча снова начали резонировать друг с другом, и 2 воздушных каменных меча мгновенно рухнули обратно на землю. 2 каменных меча. Следующий бесстрастно объявил Сюншань. Багровый цветок лотоса исчез, и появился рыжеволосый юноша, который с удрученным видом отошел. Похоже, управление 3 каменными мечами одновременно — это узкое место, заметил про себя Хань Ли. 3-й человек немедленно вышел на площадку, но его мастерство в искусстве управления мечом было довольно посредственным, и он смог поднять только 1 каменный меч, прежде чем сконфуженно отступить. Вскоре 8 человек прошли испытание, но больше всего, что кто-либо мог поднять одновременно, было 2 каменных меча, а 3-й каменный меч стоял перед всеми как непреодолимое препятствие. Друзья, вот эти главы — настоящая проверка на прочность. Хань Ли выходит из уединения, берется за задание секты и сразу попадает в центр внутренних разборок. Вроде простая миссия — помочь другу, получить награду, но самое интересное начинается во время испытания с каменными мечами. Представьте, он должен разгадать загадку древних мечей, но что, если они реагируют не на технику, а на его скрытую силу, на руны Дао времени, которые он так отчаянно прячет, и это происходит прямо на глазах у могущественного заместителя лорда Дао. Дилемма жесткая — успешно пройти испытание, но рискнуть раскрыть свою главную тайну, или намеренно провалиться и остаться в тени. Как думаете, что выберет Хань Ли? Пишите в комментариях, очень интересно ваше мнение. Готовлю следующие главы, увидимся.